Минск очень богатый город, какие-то странные огромные пространства, виды советских открыток. Цепь надо переступать, потому что не просто вот эти вот хороводы лавочек, это очень странно. Это буква О, и, возможно, они написали «помогите». Что вот это такое? Что это за палки? Вот это вот что такое? Почему здесь есть какие-то пустыри? Там фонарь посредине стоит. Мы сейчас посмотрим. Друзья, всем привет! Это Аркадий Гершман, Илья Варламов, и мы с вами находимся в Минске. Минск, как вы знаете, это столица и... Белоруссии. Вот здесь самый опасный момент, потому что когда ты говоришь «Белоруссия», всех начинает дико бомбить. Если честно, я не понимаю, почему. И я надеюсь, среди моих зрителей нет таких прям принципиальных людей, которые на это будут обижаться. В любом случае, я иногда говорю «Беларусь», иногда говорю «Беларусь». Мне это лично не принципиально, но уж точно я не хочу никого обидеть. То есть, когда я говорю слово «Беларусь», это не для того, чтобы кого-то принизить, чтобы кого-то обидеть. Это вот Гершман говорит, чтобы обидеть. А я говорю, потому что, я так привык, иногда могу говорить «Беларусь». Поэтому сразу прошу на меня не обижаться. Итак, я сегодня прилетел. И я хочу вам сказать свои первые впечатления от дороги от аэропорта до квартиры, которую мы сняли. Когда ты едешь по дороге, во-первых, идеальная дорога, конечно, идеальная дорога, идеально ухоженные обочины, везде такой прямо газон, как будто там гольф-поля, вот эта вот золотая, не знаю, рожь пшеницы у них везде колосится. Я не видел из-за тумана и дождя просто. Вот, а я видел, и она там собрана, такие вот стога, такие какие-то круглые, как называется правильно, рулончики. Вот, какие-то комбайны бегают, как букашечки, трактора прыгают по этим откосам эстакад и косят там траву. Несмотря на непогоду, люди в каких-то спецодеждах тоже что-то все косят, чинят, красят. И такое впечатление, я так думаю, наверное, вот если бы этого не было, нужно было придумать сделать такие вот декорации. Потому что ты едешь и такой, офигеть, какой здесь порядок. И, конечно, Белоруссия эксплуатирует вот этот вот бренд, да, то, что у нас порядок, у нас порядок, у нас все поля засеяны, в отличие от вашей России. И я вот еду и прямо завидую. Итак, мы в Минске. Мы в Минске, и сейчас пойдем гулять по Минску, посмотрим, что они делают со своим советским наследием, как они строят новые районы, на новую архитектуру, на старую архитектуру. Есть ли чему поучиться у белорусов? Да. Например? Они за последние 10 лет, по-моему, где-то сократили количество аварий с пострадавшими в 11 раз, и по уровню безопасности они сейчас уже на уровне Стокгольма. Для сравнения, мы в полной жопе, там в России там за неделю гибнет как несколько авиакатастроф, как будто бы происходит, и, по-моему, только за вчера 30 с чем-то человек погибло только в авариях. А здесь перестали это терпеть, видимо. То есть нас не собьют? Я надеюсь. Но, друзья, посмотрите сверху на все вот это вот благоустройство. То есть здесь можно было действительно построить несколько городских кварталов. Вот на всех этих вот пустырях здесь могла быть какая-нибудь там плотная застройка. В итоге они сделали какие-то газоны с какими-то узорчиками, которые читаются только вот с высоты птичьего полета, а толка от этого никакого нет. Все вот это пространство, оно просто высасывает деньги из городского бюджета, его нужно постоянно обслуживать. Здесь нет ни одного человека, здесь никто не ходит, сюда никто не придет отдыхать, а даже если захочет отдохнуть, тут ни лавочек, ничего нет. И вообще зачем отдыхать около шумной трассы? И вот эти вот огромные пространства, которые повсюду совершенно бесполезные, это большая проблема. Но все потому, что этим занимается город, еще в советское время такое пошло, деньги не считают, и гораздо важнее получить какую-то красивую картинку для открыточных видов, чем сделать удобный город. При этом вот если мы сейчас так вот посмотрим, нигде здесь нет ни одного более-менее уютного уголка, куда бы захотелось там пойти, где были бы люди. Видите, просто огромные идет пустынные такие вот пространства, и человек, если идет, то он только там вынужден идет, потому что ему нужно там до остановки, например, дойти. Ну, то есть весь этот вид, он хорош только жителям вот этого дома. То есть вот 100 человек, у кого кто сюда выходит, они наслаждаются таким вот прекрасным видом. А сколько на это все тратится денег, зачем это все нужно, никто не думает, не считает. Ну, вот это вот очень грустно. Мы сняли квартиру, которая находится немножечко далеко от центра, поэтому до еды нам нужно дойти. Идем мы по вот этой вот прекрасной аллее, я не знаю, что это такое. Мы идем, мы не просто идем, мы идем и удивляемся огромному бесполезным совершенно пространствам.
потому что если мы с вами посмотрим вокруг, то мы увидим какие-то тысячи квадратных метров никому не нужного благоустройства, и оно никак не используется. Люди, им здесь просто нечего делать. Они проходят, мимо проносятся автомобили. Европейский мэр бы на это все посмотрел и сказал, что Минск очень богатый город, раз у них есть столько лишних денег, чтобы содержать такое количество бесполезной земли. А знаешь, не хватает еще однолетних цветочков, мне кажется. Обязательно однолетние цветочки, чтобы... Вон они на другой стороне. Еще там будут сейчас цветочные часы. Вот это вот пример такой вот бестолкового советского благоустройства. А ну вот и вот здесь, вот однолетние цветочки. Что ты? Вот, однолетние цветочки. Так, Гершман рассказывал нам, что в Минске очень комфортно, удобно и безопасно. И вот мы видим комфортно, удобно, безопасный переход. Что это такое? Тебя сбивали хоть раз Что в это? подземном переходе? В подземном переходе меня не сбивали, но пойдем в этот прекрасный подземный переход. Тем более, смотри, в граните все дорого, красиво. Дорого. Мне кажется, главный плюс этого подземного перехода, что дорого. Я же говорю, Минск очень богатый город. О, вот видишь, смотри. Да, теперь здесь общественное пространство. Дети на самокатах катаются. Да, виды советских открыток. Потому что в России уже редко где ухаживают вот за всеми этими огромными пространствами. А здесь, видите, все газоны покошены, везде вот все такое вот. Ну, красота. Сейчас у Гершмана камера от дождя сдохнет и будет знать, как снимать здесь что-то. Ха-ха-ха, велодорожка. Велодорожка в лужах. Ну что, ребята, белорусы, ну что такое? Что, асфальт ровно класть мы не научились, да? Делать разуклоночку не научились. Чтобы вода уходила куда-то. Что? Потому что вот этот вот мост, его хотели в этом году сделать, знаешь, а-ля Калатрава. Так. Красивый, белый такой. И? А просто кинули балку. И все? Да, и при том, знаешь, открытие этого моста произошло примерно тогда же, когда, кажется, в Мурманской области кто-то украл пролет моста у нас. Падение? Не думаю. Блин, какая отвратительная погода. Хорошо, мы сейчас его запечатлим. В общем, с лужами какая-то ерунда, ребят. Вы уж извините, но лужи мы не ожидали здесь увидеть. И пирамидки из однолетних цветов. Да, ну, конечно, все вот это вот благоустройство уже сильно устарело. Сейчас в мире так не делают. Как думаешь, можно ли объяснить посадку этих двух деревьев? Невозможно объяснить. Зато вон очень круто сделали лавочку вокруг дерева. Вот учитесь, как вот просто сделать такой уютный уголок. Какие-то странные огромные пространства. Я даже не знаю, это вроде и не площадь, вроде и не тротуар, совершенно пустые. Мне кажется, сюда поместится несколько кварталов Барселоны. Мне кажется, здесь проходил конкурс по укладке плитки. И вот они просто все замостили плиткой, но при этом все это сделали еще плохо, потому что видите, какое количество есть луж. Здесь нету ни водоотвода, ничего. Просто огромное поле плохо уложенной плитки. А нет, вот здесь есть решеточки ливневой канализации, но ввиду того, что не сделали разуклонку, уже плитка начала проваливаться, и до решеточек водичка не доходит. В общем, какое-то очень грустное место. На макете вот этот проспект, который здесь они построили, он смотрится наверняка очень хорошо. И если какой-то архитектурный макет смотреть, особенно какие-нибудь такие перспективы с высоты птичьего полета, то дух захватывает. Какой просторный город у нас получается. А внизу просто не масштабные человеку огромные пространства. Итак, друзья, мы с вами находимся на Октябрьской площади. Это самый центр Минска, Октябрьская площадь. И здесь происходит небольшое градостроительное преступление. Вот оно. Вот оно, еще идет стройка, но уже понятно, что там будет. Меня просили обратить внимание на это здание. Я сюда приехал, это действительно очень плохо. Сейчас постараюсь объяснить вам, почему. Давайте немного предыстории. До войны не было вообще никакой Октябрьской площади, потому что здесь были плотные кварталы обычного города, старого центра. К сожалению, война стерла эти кварталы с лица земли, и после освобождения города от фашистов центр выглядел примерно так. Да, центр Минска был в руинах, и не было ни кварталов, ни даже каких-то остатков зданий, которые можно было бы восстанавливать. После войны руины убрали, а в центре образовавшейся площади поставили памятник Сталину. К середине 50-х на этом пустыре построили дворец культуры профсоюзов. С этого здания и начала формироваться новая площадь, потому что дворец культуры — это такой типичный представитель сталинского ампира. Все было очень богато, торжественно, в общем, не здание, а праздничный торт.
Видимо, огромных площадей в Минске было не слишком много, и в 70-е годы в центре Октябрьской решили построить еще один дворец. На этот раз это был уже дворец республики. Здание получилось аскетичным, как тогда и строили в 70-е, и мрачным. Ну, 70-е годы, еще раз, да, примерно все так строили. Но небольшой дворец профсоюзов, с чего эта площадь начиналась, все равно своей вот этой вот кичевой внешностью он забирал на себя все внимание. Он оставался главной точкой притяжения, а этот огромный серый ящик, ну, он больше походил на футляр, который забыли убрать с площади. И вот сегодня на площади появляется новый герой. На этот раз сарай с рюшечками. Он пока еще не готов, но по рендерам уже хорошо понятно, что здесь будет. В чем же проблема? Проблем здесь много. И главная проблема здесь в том, что это новое здание, оно решило разломать все вокруг. И вот это вот бездарное, безвкусное говнище, оно сейчас так вот плюхнулось на эту площадь, растолкало так локтями всех и говорит: теперь я здесь главное. И мне очень жаль Октябрьскую площадь, потому что вот это градостроительное преступление, это здание, оно убивает архитектуру площади, оно берет слишком много на себя, оно конфликтует со всей окружающей застройкой, и это очень хорошо видно на их рендерах. Вот сейчас мы посмотрим эти рендеры, то, что будет, когда они закончат. Это прямо на их рендерах очень хорошо читается. Здесь есть какой-то некий сложившийся ансамбль, да, вот здесь начинается проспект, здесь такая типичная вот эта вот сталинская архитектура, вся такая вот богато украшенная. Здесь вот этот вот театр тоже, который был доминантой этой площади. Он небольшой, но такой самый богато украшенный. Там вот какие-то стоят статуи, все эти колонны с коринфскими капителями. Вот он, слава труду. Конечно, к его архитектуре тоже много вопросов, но ладно. Кульминацией с самого начала строительства этой площади у нас был и до сих пор остается дворец профсоюзов. С ним никто не спорил, и вся остальная застройка, она была скорее вот такой вот оправой для этого выскочки. И теперь рядом с пышным сталинским зданием у нас появляется еще одно. Но стилистически, его основная проблема в том, что оно стилистически очень похоже. Тоже фронтон, тоже эти колонны с коринфскими капителями, такой же античный декор. Только новое здание, оно уже в 1,5 раза больше. Оно не стоит рядом, оно не играет там какую-то самостоятельную роль. Оно нарочито передразнивает и пародирует историческое здание, вот это сталинское. Оно привлекает к себе внимание, оно пытается стать доминантой. Самостоятельно оно играть не может. Но растолкав локтями вот это вот окружение архитектурное, раздувшись, оно начинает обращать на себя внимание. Понимаете? Вот это главное преступление. Что оно как паразит, вот это новое здание паразит, которое из себя само по себе ничего не представляет, но вот этим вот своей яркостью, вот этой вот пародийностью, вот этой нелепостью, оно разрушает весь этот ансамбль архитектурный. Ну и пару слов про архитектуру этого здания. Архитектуру совершенно бездарную. Попытка заигрывать с античной архитектурой без понимания, без должных знаний и без опыта всегда приводит к провалу. Это, посмотрите, колонны, которые... И вообще, что они делают с колоннами? Что за база у этих колонн? Почему они начинаются на уровне 3-го этажа? То есть это такая вот просто китайщина, когда китайцы просто берут набор элементов с рынка, не знают, что с ними делать, да? Ну, возьмем вот и, ну, так вот расставим тут. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Возьмем колонны, да, здесь такие колонны, налепим колонны на фасад. То есть как вот сорока, да, которая что-то на строительном рынке каких-то материалов и не знает, что с ним делать, и так вот налепила, да, и что-то получила. И получился вот сарай, но все это настолько не связано, нелепо и не гармонично смотрится, что просто ужас и кошмар. Мне прямо жалко Минск. Как такое могло произойти? В итоге на площади медленно появляется здание очень слабое и беспомощное с точки зрения архитектуры. Очень жаль, потому что строить это убожество — градостроительное преступление. Я люблю Беларусь. Беларусь. Мы куда идем? Мы идем смотреть пешеходную улицу. Потрясающе. Дождик моросит. И смотри, кстати, обрати внимание, у них люки канализационные. То есть они, с одной стороны, вот эти вот такие советские, дурацкие, но с другой стороны, у них есть такое вот обрамление, такое модерновое. Так, вот Аркаша здесь что-то шастает и критикует. Ему тут лишь бы все критиковать. Аркаша, что ты критикуешь? Скажи, пожалуйста, что тебе не нравится? Есть несколько вопросов. Во-первых, например? вот это вот. Что, это цепь, это не вопрос. Следующий вопрос, Аркаша, Нет, давай, это здесь цепь. много цепей, и я не Цепь. могу пройти туда. А зачем есть цепь? Ну, чтобы люди не кидались под машину жителей. Подожди. Ты не понимаешь. Невероятно. Действительно, они сделали цепь. Цепь надо переступать. Вот смотри, вот видишь, люди идут, и все знают, что цепь нужно переступать.
Давай. У нас получится, Аркаша, смотри. Оп. Это меры по успокоению трафика пешехода. Потому что если бы ты бежал, Вдруг бы водитель не ты бы увидел. споткнулся и все, и упадешь. Так, что вот это такое? Ну вот это вот как раз пример, то, что они сделали с помощью локальных мер срок безопасности, здесь теперь физически не запаркуешься. Но они допустили ошибки, и поэтому вот чуть дальше все спокойно паркуются там, где они парковаться не должны. Вот такого у нас очень сильно боятся делать, потому что ну как же трактор зимой будет снег убирать. Да, как же коммунальщики? подожди, а как вот, вот это что такое? Видишь, как трактор будет снег убирать? Но здесь, судя по всему, он будет концом разрушать все. Вот он и разрушает. А что думаешь, вот в Минске не так? Вот трактор убирал и разрушил. Не, ну все-таки меня волнует вопрос, зачем они натянули здесь цепь. Ладно, есть еще загадка. Как думаешь, сколько здесь лавочек? Кто-то их вообще считал? А ты считаешь по местам или по количеству единиц лавочек? Вот это сколько лавочек? Хорошо, это одна лавочка? Конструктивно, да. Конструктивно одна. А тебя не смущают вот эти вот гранитные дорогие вазоны в центре, которые не нужны? То есть нужно красиво. Меня смущает цепь. Мы идем по проезжей части как нарушители. Надеюсь, нас не задавит машина. Так, а теперь мы перешагиваем цепь. Смотрите, какая потрясающая вывеска. Управление гидрометслужб СССР. Здесь красивые люки, да. Смотри, здесь красивые люки. Здесь вот они на пешеходной улице подумали о люках. Хорошо, вон там лавочка. Если с этой лавочки встал и хочу уйти на пешеходную улицу, мне что нужно, перепрыгивать через цепь? У меня, кстати, есть одна догадка. Так. Мне кажется, бизнес с этой стороны проплатил городу, чтобы они поставили цепь. То есть, а вот это зачем, да? Это экодренаж. Какой экодренаж? Кто там пост писал сегодня про как спасти город от потока? Да, но я же не про вот это вот писал. Лавочки, столбики. По-моему, кому-то выдали зарплату этими лавочками, столбиками и цепью. Тебе комфортно здесь сидеть, скажи мне? Очень сыро. Очень сыро, пойдем. Ну, с другой стороны, можно... Можно так, да. Слушай, видишь, если делать цепь, ровно, то можно цепь не ставить зря. Филиппинов. Прекрасно. На этой улице вот начались конфликты. Не все могут проехать. Слушай, не просто вот эти вот хороводы лавочек, это очень странная Там история. только один вход и ходи по кругу. Здесь как совершенно случайно стоят урны. То есть такой сидишь, это может быть, если ты перепил в баре, ты сидишь и сразу можно блевать в эту урну. Может, она для этого? А там загон для детей, да, на самом деле. А это загон для детей, я не знаю, что это такое. Я первый раз такое вижу, но мне кажется, это очень все странно. А здесь, смотри, здесь они так их решили поставить. Минск — город возможностей. Хочешь стать кругом, хочешь... Вот так. Может быть, если сверху посмотреть, что-то написано, может быть, они что-то хотели этим сказать. Смотри, Давай. это буква О. И, возможно, они написали «помогите». Очень странное решение отгородить здесь проезжую часть, потому что явно эта улица претендует на то, чтобы быть пешеходной. Потому что когда сейчас здесь разделяют, вот, где дорога, а где тротуар, у водителей создается такое ощущение, что у них есть какое-то свое пространство, в которое они могут там быстро ехать, они там не ожидают увидеть пешехода. Пешеход же, которому нужно, например, перейти там на другую сторону, в кафе или в магазин, они довольно часто переходят. Он не может сделать, потому что здесь везде растянули цепи. Из-за этого ходить неудобно, приходится, например, если идти по правилам, как здесь напроектировали эти проектировщики, вот чтобы нам просто зайти в этот магазин или в кафе, нам нужно будет пройти, не знаю, там, лишние 50-100 метров, что, конечно же, никто делать не будет. И вот в таких местах, конечно, лучше делать общие улицы, без разметки, без знаков, чтобы все договаривались между собой, и они будут гораздо безопаснее. Водители не будут гонять, будут осторожнее проезжать, куда им нужно, а пешеходам будет комфортно ходить. Здесь вообще, обрати внимание, здесь не продумано, то есть здесь сделано такое покрытие, которое, оно, если, например, на коляске или там на каблуках, то тебе некомфортно, потому что очень рельефное. Не, на проезжей части рельеф это нормально. На проезжей части по центру, да, но я имею в виду то, что они сделают такие вот тротуары все, очень из такой грубой брусчатки, просто не очень комфортно и везде разная. Смотри, видишь, она везде меняется, эта брусчатка. А народ, смотри, паркуется просто как ему нравится. Знаешь, было бы забавно, если бы здесь тоже была цепь, а с той стороны цепь, правда, висит. Да, тут повсюду цепи. Потом, смотри, на большой улице они поставили столбики без цепей, Да. а вот там... То есть здесь ребенок не выбежит, если что. А, вот здесь у них какая-то есть станция шеринга, где зарядка. И да, в Минске появился прокат самокатов и прокат велосипедов. Да, с тротуаром здесь, конечно, большая проблема. Типа это какие-то бордюры, кучу разных каких-то поверхностей. И о безбарьерной среде здесь не слышали. Но это все очень похоже, конечно, на наши города. То есть это не то, что прям какая-то особенность Минска. Я думаю,
русские туристы, которые в Минск приедут, они даже не обратят внимания, что с тротуарами что-то не то. То есть здесь нет, конечно, мусора, и в этом плане здесь все замечательно. Не, я хотел подвести к тому, что даже люки покрашены. Люки Всё покрашены, порядке. да, люки покрашены. Двери, конечно, они зачем-то вот поставили металлические глухие. Это все такой милый знак. Берегись автомобиля. Как думаешь, он сколько этому знаку? Так, а сейчас нам нужно будет уйти в подземный переход, да? Это ты мне все рассказывал про комфортный и безопасный город. Я говорил, что они делают успехи. Вот это успех. То есть, Видишь, это, крыша красиво. то есть успех, что нам сейчас придется лезть в подземный переход. Да. Ну хорошо. И более того, в Беларуси ведь нельзя велосипедистам ездить по проезжей части, они Ага. ездят по тротуарам, и ты не можешь объехать на велосипеде. Ага, Всё. а здесь ни пандуса, ничего нет. Нет. То есть мы сейчас вот с велосипедом должны лезть под землю. Именно. Светофор через однополосную дорогу. Конечно, глупость. Здесь можно было его и не делать. Внезапно нам становится весело и спокойно, потому что суд Минска почему-то решил раскрасить свой забор в желто-зеленые цвета, хорошо знакомые всем москвичам, потому что именно в желто-зеленые цвета у нас одно время все красили. Очень здорово. Притом эти цвета пошли по России дальше, а в Москве... Да, в Москве от них отказались, а здесь вот, смотри, идеально. Вы хотите спросить, почему желтый-зеленый? Потому что зеленый успокаивает, а желтый дарит радость. Должно быть радостно и спокойно, радостно и спокойно. Мы сейчас подошли с Аркашей к стадиону. И здесь, опять же, очень хорошо видно вот эта вот советская школа благоустройства. То есть, с одной стороны, они тратят бабло, да, какую-то плитку, какие-то красивые фонари, газончик засеяли. То есть, видно, что люди не просто когда, они решили потратить деньги и сделать хорошо. Лавочки, сейчас мы дальше посмотрим, какие модники. С другой стороны, они делают совершенно бестолковые вещи. Ну вот, ребят, вы посмотрите на это. Окей, какая-то аллея. Потом, ну вот у них идет подъем, да, вместо того, чтобы чуть-чуть подумать головой и как-то вот его обыграть, сделать какую-то красивую там историю, они просто тупо налепили лестницы. Ну, раз лестницы, надо сделать панду, сделали панду. Здесь что? А здесь будет вот такой вот газон, который уже с сорняками порос, нафиг тоже никому не нужен. И в отчетах коммунальщиков у них все красиво, да, там количество плитки уложенной, квадратные метры газона засеянные, вот эти вот пандусы, да, вот вроде. И об инвалидах позаботились, обо всем. Но это настолько все бестолково смотрится. И обрати внимание, что можно было сделать везде вообще вот такой... Можно было, без конечно. ступенек. Конечно, вот просто вот возьми, сделай здесь везде такой спуск. Ну нет, вот смотрите, тут идет пандус. Почему нельзя было везде сделать просто такой наклон и не громоздить эту лестницу, эти перила и вот это все? Потому что я все так делала. Почему? Без Через что? выносов. Через одно место? Да. Вот, это был голос улиц. Марго рассказала нам всю правду. То, что боялся я сказать. Оказывается, у них руки из жопы растут. Не, ну подожди, руки-то из золотой жопы. Ведь смотри, аккуратно, не разваливаются. Вот это вот что такое? Почему здесь нельзя было плодят какие-то пустыри? Вот это все пространство, оно не нужно людям, его нельзя использовать. Там фонарь посередине стоит. Мы сейчас посмотрим. Блин, вот посмотри, вот это вот что? Вот это вот просто совершенно беспомощная хрень. Хорошо, ладно, давайте так, кто мне объяснит, что вот это такое? Вот это вот что? Что это за палки? Почему нельзя было купить хотя бы там 5-летние деревья? Они стоят там 3 копейки. Здесь высадили какую-то непонятную там молодую вот эти саженцы. Им будет нужно, я не знаю, сколько лет для того, чтобы они выросли. Еще из них там половина помрет. Здесь будет опять 3 кривых дерева расти там через 20 лет. И будь не пойми что, вместо того, чтобы купить просто саженцы уже взрослые деревья, их пересадить, как это делают вообще везде. И на взрослые ведь дают страховку. Естественно, то есть просто вот вместо каких-нибудь бестолковых вот этих вот газонов или еще что-нибудь, лучше бы деревья нормально здесь высадить. И было бы красиво. Что за колхоз? При этом здесь вот колхоз и вот такая вот небрежность, она даже в мелочах. То есть, вот видишь, они купили мебель, которую, вот, видимо, там от одного производителя. Вот эти вот лавочки, вот эти вот какие-то клумбочки, а вот урны уже купить не смогли. Да, друзья, к сожалению, вот все, что пока мы видим, это бесконечно устарело. Такое делали там в 70-х, 80-х совершенно бездумно, для галочки. Когда успех благоустройства, он выражался не в том, насколько людям этим комфортно будет пользоваться, приятно находиться в этих местах, а он выражался в отчетах чиновников, да, вот сколько квадратных метров плитки уложено, сколько растений высажено, как часто их меняют, поливают. То есть вот это вот благоустройство такое, которое бюрократическое, в цифрах, совершенно бездумное. Зато все люки покрашены. Лучше бы люки были не покрашены, но нормальные деревья росли. Так, музей. Прошу обратить внимание. У них музей, обеды подают. Да, ну смотри, очень удачно вот парковочку здесь расположили.
В общем, похоже, правила парковки здесь народ не очень соблюдает, потому что на тротуарах так паркуются. Вот, чтобы народ не перебегал, где и не положено, поставили забор. Но зато приятно смотреть на относительно чистые домики. И очень неприятно идти постоянно вдоль какой-то супер шумной дороги, что не то, что общаться нельзя спокойно. Ты идешь дышать этими выхлопными газами, постоянный шум от этих проезжающих автомобилей. Вот я даже видео не могу здесь нормально записать. Не представляю, как люди вообще в этих домах живут.